Сегодня приготовим простую закуску из баклажанов, которая подойдет и как легкая холодная закуска для гостей. Сытно, недорого и очень вкусно, особенно когда сезон овощей. Моя подруга мне сказала, что этот рецепт ей пригодился уже не раз. Надеюсь, и вы возьмете его на заметку. Начну с главного, а дальше поделюсь лайфхаками, чтобы у вас все получилось с первого раза. Беру 3 средних баклажана и нарезаю крупными кубиками. Так они лучше держат форму. Пересыпаю их в большую емкость, слегка присыпаю солью и оставляю минут на 20. Так уходит лишняя влага и возможная горечь, и вкус становится мягче. Когда готовите баклажаны на сковороде, не забывайте про равномерность. Если кусочки разного размера, одни будут готовы раньше, другие позднее. Пока баклажаны стоят, подготовлю овощи. У меня помидоры сорта сливка. Они плотнее, не дают лишнего сока и отлично держат форму в салате. Мою, удаляю плодоножку и нарезаю мелким кубиком. Если у вас другие помидоры, не беда. Просто следите, чтобы они были плотнее, или удалите семена перед нарезкой. Баклажаны постояли, пустили сок. Лишнюю жидкость можно аккуратно промокнуть бумажным полотенцем. Дальше обжариваю баклажаны на сильно разогретой сковороде с растительным маслом до готовности. Лайфхак. Чтобы баклажаны не впитывали много масла, обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде и небольшими партиями на сильном огне. Тогда они сразу покрываются легкой корочкой и меньше поглощают жир. Готовые баклажаны перекладываю в миску и даю остыть. Хватит примерно 20 минут. Пока остывают баклажаны, мелко нарезаю репчатый лук, одну небольшую луковицу, затем зеленый лук. Мелко, он дает свежесть и аромат, а также петрушку, которую тоже рублю помельче. Можно заменить петрушку кинзой, если любите более яркий аромат. Чеснок 2-3 зубчика, либо через пресс, либо очень мелко порежьте ножом. Благодарю вас за подписку и за лайк, а также хочу сказать, что мне действительно приятно читать ваши комментарии. Они очень вдохновляют. Добавляю в миску нарезанный помидор. Беру один сладкий перец, очищаю от семян и нарезаю кубиком. Сладость перца отлично сбалансирует текстуру баклажанов. Перец, лук, зелень и чеснок. Уже получается красивая, сочная и ароматная смесь. Теперь добавляем специи. Пол чайной ложки соли без горки, 1 чайную ложку молотого кориандра, четверть чайной ложки черного перца, щепотку сахара. Он нейтрализует кислоту и раскрывает вкус помидоров. Десертную ложку растительного масла. Можно взять со вкусом, если есть. Еще один важный штрих – десертная ложка натурального яблочного уксуса 6%. Рекомендую взять именно натуральный. Все ингредиенты перемешиваю. Попробуйте, регулируйте соль и кислоту по своему вкусу. Этот салат идеально подходит тем, кто любит недорогую, здоровую и простую еду. Баклажаны богаты клетчаткой и микроэлементами, а сочетание овощей делает блюдо легким, но сытным. Напишите в комментариях, пробовали ли вы добавлять кабачки в похожие салаты. Иногда я добавляю тонко нарезанные и слегка обжаренные кабачки. Получается еще более легкий вариант. Баклажаны остыли и теперь соединяю их с овощной смесью. Салат можно накрыть пленкой и убрать в холодильник минут на 30. Настаиваясь, он становится еще вкуснее. Польза такого салата в том, что он отлично хранится в холодильнике, пока вы готовите вкусное дополнение. Какое? Сейчас покажу. Для этого простого рецепта сыр натираю на мелкой терке. Берите сыр пожирнее, тот, который хорошо плавится. Свежий помидор нарезаю полукольцами по 3-4 мм. 2 средних помидора будет достаточно. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под видео. Баклажаны нарезаю вдоль, толщиной примерно 5 мм. Можно чуть толще. Солить я их не буду, это будет наша основа. Следующим приготовим соус. Оливковое масло, прованские травы, соль, чеснок, выдавленный через пресс. Также в соус я добавляю красный острый перец. Это для тех, кто любит остринку в закусках. В более легком варианте вместо красного острого перца можно добавить четверть чайной ложки молотого черного перца. Или вовсе обойтись без остринки. Все перемешиваю хорошо до однородности. Продукты все готовы. Можно включить духовку на 180 градусов в режиме вверх-вниз. Баклажаны выкладываю на лист с пергаментной бумагой. Дальше беру кисточку и намазываю соус на баклажаны. Помидоры кладу в один рядок. Они пустят сок и будет очень вкусно. Сверху посыпаю натертым сыром. Маслины нарезаю колечками и распределяю по баклажанам. Майонезом при помощи кондитерского мешка покрываю сверху баклажановые отбивные. Отправляю в духовку минут на 15.
конце можно включить конвекцию минут на 5, чтобы корочка образовалась. Баклажаны мягкие, а сыр расплавился и соединил все ингредиенты. Маслины придают легкую пикантность. Такой рецепт отлично подойдет и к праздничному столу, и для обычного ужина. Готовится все быстро, а результат выглядит красиво и аппетитно. Если хотите, можно посыпать сверху свежей зеленью, петрушкой или укропом. Еще вкусно добавить щепотку сушеного базилика. Эти баклажаны можно подавать как горячими, так и в остывшем виде. Они все равно будут вкусными. Детям особенно нравится сырная корочка, а для тех, кто не ест майонез, замените его на сметану или густой йогурт. Соус от этого станет еще нежнее. Рецепт получается универсальный. Варьируйте специи под ваш вкус. Кто-то любит больше чеснока, а кто-то добавляет сушеный орегано. Такие баклажаны можно подавать с картофельным пюре или с рисом. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях, а если у вас есть свои идеи для начинки, пишите, будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал. В заставках к видео и в описании оставлю еще несколько вкусных рецептов. Приятного аппетита!